Привет, друзья! Сегодняшнее событие поднимает в Европе сразу несколько историй, которые могут многое изменить. От Парижа до Берлина и Варшавы в центре внимания новые подробности ограбления в Лувре, которое поставило под вопрос безопасность крупнейшего музея в мире. Но это только начало. Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным изменил риторику в вопросе Украины. И это вызвало дискуссии в Европе. В Германии растет тревога на рынке труда, Автопром может столкнуться с остановками из-за конфликта вокруг завода микрочипов, а Китай делает ставку на роботизацию вместо миграции, стремясь укрепить экономику на фоне демографических вызовов. И даже канцлер Фридрих Мерц вступает в новую игру, пытаясь показать, что будущее Германии лежит в инновациях. О чем все эти события говорят, прямо сейчас разберу. Подпишитесь, чтобы не пропустить самые важные новости последнего часа, которая влияет на Европу и весь мир. Итак, во Франции громкий скандал вокруг крупнейшего музея мира. В парижском Лувре произошло дерзкое ограбление. Ночью неизвестные пробрались в зал Аполлона, где хранились драгоценности 19 века, и за несколько минут вынесли 8 уникальных экспонатов. Среди них корона императрицы Евгении и редкие бриллиантовые украшения, принадлежавшие французской династии Бонапартов. По оценке прокуратуры Парижа, ущерб составил, внимание, около 88 миллионов евро. Один из украденных предметов позже все-таки нашли рядом с музеем. Преступники бросили поврежденную корону, вероятно, не успев ее даже продать. Следствие предполагает, что в деле участвовала хорошо подготовленная группа. Воры использовали строительный подъемник, чтобы попасть в окно второго этажа. Время операции всего несколько минут, все выглядело как тщательно спланированная операция заранее. Теперь внимание следствия сосредоточено на системе безопасности. В прессе сообщается, что сигнализация в момент ограбления сработала с опозданием, а камеры видеонаблюдения покрыли не все помещения. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что охрана действовала по инструкции, но признала, будет проведено служебное расследование. Кража в Лувре стала крупнейшей за последние десятилетия и вызвала серьезный удар по имиджу французских музеев и их безопасности. И это только начало. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а затем в более критическом тоне обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и заявил, что они обсудили пути к миру, отметив при этом, что мнение сторон различается. Затем, во время разговора с Зеленским в Белом доме, по сообщениям СМИ, между лидерами произошел напряженный разговор. Трамп, по данным СМИ, настаивал, чтобы Украина согласилась с предложениями Москвы. По данным Financial Times, Трамп предложил Зеленскому вариант регулирования, при котором Донбасс мог бы перейти под международный контроль. Также он выбросил на стол карту боевых действий, считая, что Украина должна согласиться на предложение Путина. Потом он попытался представить встречу как интересную и дружескую в соцсетях, но контраст между публичной речью и приватной аргументацией бросается прямо в глаза. Текущая стратегия Трампа выглядит так. Он, демонстрируя мягкость в диалоге с Россией и жесткость в общении с Украиной, предлагает условия, которые ранее не принимал. Такой подход уже вызывает критику в Европе и у союзников. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. Президент Соединенных Штатов Америки, тот же Дональд Трамп, заявил, что сомневается в военном успехе Украины, но при этом не исключает положительного исхода событий. Во время выступления с австралийским премьером Энтони Албанезе он уточнил, цитата, «Они все еще могут выиграть, но я не думаю, что они выиграют». Трамп добавил, «Война очень странное дело, и в ней много плохого, много хорошего». Это изменение риторики заметно. Ранее, напомню, он утверждал, что Украина с помощью союзников может вернуть территории, которые были захвачены противником. Теперь же он пришел к более скептическому выводу. Мировые лидеры и аналитики уже реагируют. Высказывания Дональда Трампа могут повлиять на международную поддержку и ожидания в отношении хода конфликта. А дальше еще интереснее. Ситуация на рынке труда Германии усиливает тревогу среди временных работников. Новые исследования показывают, временная занятость в Германии – одна из первых жертв надвигающегося экономического спада.
Агентство Credit Reform фиксирует, промышленность – это одна из ключевых отраслей, заказчиков временных сотрудников уже сокращает свой штат и первым под удар попадет наряд временного персонала. В отчетах говорится, что выручка фирм, предоставляющих услуги временной работы, во втором квартале 2025 года упала на 7,4% по сравнению с прошлым годом. В первом квартале снижение при этом, напомню, составило 11%. Количество банкротств среди таких фирм тоже растет. За последний год около 120 компаний объявили о банкротстве, а в первом полугодии 2025 года еще 63. В трети таких фирм собственный капитал оказался ниже 10%, что и усиливает эту уязвимость. Согласно статистике Федерального агентства труда, в июне 2024 года в Германии было около 675 тысяч официально зарегистрированных временных сотрудников. Из них порядка 70% это мужчины. Экономисты называют временную занятость ранним таким индикатором кризиса. Снижение заказов на временных сотрудников сигнализирует о падении спроса и общей слабости всего рынка. Для тех, кто не работает без постоянного контракта, грядущие месяцы могут стать особенно нестабильными. Уменьшение заказов, задержки выплат, увеличение конкуренции на рабочих местах. Сейчас важно здесь понять, временные работники – это не просто какая-то статистика. Это сотни тысяч людей, чья стабильность и доходы оказались под давлением. Тем временем разворачивается новая интрига. Немецкая автомобильная отрасль бьет тревогу из-за конфликта вокруг производителя микрочипов Nexperia, возможно серьезные перебои в производстве. Напомню, фабрика Nexperia в Гамбурге принадлежит китайской компании, но контроль над ней недавно перешел в управление голландского правительства из-за подозрений в нарушении прав интеллектуальной собственности. В ответ Китай приостановил экспорт готовой продукции Nexperia, что фактически ограничивает поставки ключевых компонентов для электронных систем автомобилей. Ассоциация автопроизводителей Германии уже сообщила, что если ограничение поставок не будет снято быстро, это может привести к частичным остановкам всего производства. Одна из официальных представительниц Ассоциации автопроизводителей Германии Хильдегард Мюллер предупредила, цитата: «Если перебои не решать оперативно, возможно значительное ограничение, вплоть до протестов». В автомобилях Nexperia производят важные, но базовые микрочипы, диоды, датчики, логистические элементы, без которых не работает система управления двигателем, безопасности и комфорта. Например, компании Volkswagen и BMW уже оценивают последствия. Mercedes-Benz утверждает, что обеспечил краткосрочные поставки для защиты текущих проектов, но оговаривает, долго так продолжаться не может. Ситуация с Nexperia – это не просто технический какой-то сбой, а возможный переломный момент в глобальной цепочке поставок. Если поставки чипов задержатся, промышленность может временно замедлиться. Сегодня на карту поставлены рабочие места, стабильность заводов и конкурентоспособность немецкой автопромышленности. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Китае демографическая катастрофа, и правительство решило ответить не миграцией, а технологиями. Страна с одной из самых низких рождаемостей в мире стремительно теряет население. Все попытки обратить ситуацию через стимулирование рождаемости провалились. Поскольку иммиграция не популярна у властей, Пекин делает ставку на искусственный интеллект и роботов, надеясь, что машины компенсируют нехватку людей. На промышленных предприятиях уже заметно, на каждые 10 тысяч работников приходится 470 роботов. Это больше, чем в Германии или Японии. Китайский проект «Сделано в Китае 2025» поставил робототехнику в центре индустриальной трансформации. Но эта технологическая стратегия несет огромные риски. Во-первых, машины никогда не заменят все. Социальные службы, уход, творчество – все это остается за людьми. Во-вторых, если население продолжит сокращаться, уменьшится и внутренний рынок, кто будет покупать товары и услуги в будущем? Архитекторы новой стратегии отмечают, что технологии должны не только повышать эффективность производства, но и поддерживать социальную устойчивость. Китай делает выбор. Роботизация вместо миграции – это ставка на безлюдные фабрики и автономные системы, которые должны поддерживать экономику на плаву. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. Канцлер Германии Фридрих Мерц совершил свой первый официальный визит в федеральную землю Баден-Вюртемберг в Штутгарте. Его принял премьер-министр земли Винфрид Кречмар. Во время встречи Мерц похвалил экономический потенциал региона.
Он назвал Баден-Вюртемберг, цитата, «землей с наиболее сформированным средним бизнесом, промышленностью и инновациями». Он подчеркнул, что именно здесь расположены многочисленные скрытые чемпионы, компании, ведущие бизнес на мировом рынке. Также он добавил, что его слова могут не понравиться баварскому премьеру Маркусу Зёдеру, ведь Мерц сравнивал земли юго-запада с соседним баварским регионом и оценил лидерство именно южных земель. Кречмар подарил Мерцу глобус как символ внешнеполитического видения и выставил свое правительство для знакомства. Затем Мерц участвовал в заседании зелено-черного кабинета Земли. Особое внимание было уделено именно строительству инновационного кампуса искусственного интеллекта в Хайльбронне. Мерц пообещал, что этот проект будет важен не только для Земли, но и для всей Германии и всего континента. Ключевые мысли визита – это показать, что Баден-Вюртемберг может служить образцом для всей страны благодаря сочетанию бизнеса, технологий и готовности к будущему. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Китай снова демонстрирует свое влияние, на этот раз через контроль за редкоземельными металлами. Новые экспортные ограничения Пекина потрясли, как я сказал, автомобильную отрасль. Электромобили рискуют столкнуться с серьезным дефицитом ключевых материалов. Правительство Китая включило 5 тяжелых редкоземельных элементов в список стратегических ресурсов, которые теперь можно вывозить только с экспортной лицензией. Это значит, внешние компании, производящие электродвигатели, магниты и сенсоры, сталкиваются с задержками, перебоями и ростом цен. Надин Райнер, руководитель фирмы по продаже металлического порошка, говорит, цитата, «Спрос со стороны автопроизводителей растет, но у нас почти нет запасов, все распродано. Ранее в апреле Китай уже вводил ограничения, тогда поставки ряда важных материалов практически остановились, и этот шаг сейчас повторился. Автомобильная ассоциация Германии предупреждает, новые меры расширяют нагрузку и даже идут дальше прежних ограничений. В отрасли опасаются, что бюрократические проволочки и получение лицензий усугубят еще больше ситуацию. Цены уже выросли, часть легких редкоземельных элементов, таких как неодим, подорожали почти, внимание, вдвое, тяжелые редкоземельные металлы почти исчезли из экспортных потоков. Китай уже контролирует до 70% добычи именно этих элементов, около 85% мощностей по переработке и 90% магнитоэлектронной продукции. Компании пытаются реагировать. BMW, например, разрабатывает электродвигатели без редкоземельных элементов, но отказаться полностью от этих материалов просто невозможно. Они встречаются во многих компонентах, от электроприводов до датчиков. И здесь сомнения возникают, возможно ли наращивание производства без стабильного доступа к сырью. Китай ставит Европу перед выбором: развивать собственную независимость или сохранять текущую зависимость от поставок. Это событие в цепочке поставок не просто какой-то локальный сбой. Это стратегический вызов для промышленности, который могут почувствовать абсолютно все, от автозаводов до мелких поставщиков. И вот здесь начинается самое интересное. Организация под названием «1,5 градуса» подала официальную жалобу в Европейскую комиссию на стратегию правительства Германии по развитию газовой энергетики. Поводом стал план министра экономики Катарины Райке по строительству новых газовых электростанций, которые, по мнению активистов, противоречит обязательствам страны по сокращению выбросов и тормозит переход на возобновляемую энергию. Райхе утверждает, что новые газовые станции необходимы для стабильного снабжения электроэнергией, особенно в зимний период, когда спрос растет. Однако критики считают, что это продлевает зависимость Германии от ископаемого топлива и мешает выполнению европейских климатических целей. Организация «1,5 градуса» требует, чтобы Европейский Союз проверил стратегию на соответствие общеевропейским климатическим нормам и обязательствам. Если комиссия признает план несоответствующим, Германии придется пересмотреть свои проекты и согласовать их с общеевропейскими требованиями, что может повлиять на сроки строительства и финансирования. Ситуация подчеркивает этот конфликт между энергобезопасностью и ускоренной трансформацией в сторону чистых источников. Страна стоит перед выбором: новые газовые мощности или более быстрый переход к возобновляемым источникам энергии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.